блин, мое первое видео, надо что-то полезное, поэтому я решила вам отдать свой урок, презентацию. Эту тему мы обсуждали с моими учениками, также обсуждали с людьми, которые ко мне приходили на консультации. И давайте с вами начнем с того, кто же я такая. Я начала увлекаться темой стиля где-то 8 лет назад уже примерно. Очень долго я пыталась себя искать, это видно по моим разным попыткам, по моим ошибкам. Девочки, если вы помните те самые брови бревна, дайте мне, пожалуйста, знать об этом в комментариях. Но меня удивляло всегда то, что я всегда была первая, так сказать, в тапках, я всегда умела отслеживать какие-то тренды, какие-то новые приколюхи в сфере моды, и я вот помню, как в моду вошли какие-то вот такие вот по типу прямые бэги джинсы, и тогда в городе Краснодар я, может, одна из первых начала их носить, тогда я словила кучу вообще странных взглядов, но мне это вообще не мешало двигаться дальше, я пробовала себя в других стилизациях, как видно, опять же. Очень понравился мне азиатский рынок, я вообще фанатка корейской, на самом деле, и да, вообще, в принципе, обобщу азиатской моды, пыталась что-то такое, что-то стилизовать, вот фотографы вроде бы считали это интересным, возможно, и фотографировали. Также можно отследить, что благодаря вообще этому опыту у меня начал вырабатываться собственный узнаваемый стиль, то есть видно мои нотки гранжа, видно, да, там кожа, видна какая-то сеточка, что-то красная помада, ну, в общем, такая ликуля гранжуля. В общем, видно, что прям мой стилечек, он уже начал отображаться еще тогда. Соответственно, я также вам хочу показать не свои кейсы, окей, а свои работы, потому что на самом деле стиль — это огромный труд, это не просто создать образ, мы также об этом сегодня поговорим. И вот как раз первая работа, которой я горжусь, я не хочу сейчас показывать какой-то суперперсональный стайлинг, потому что я могу 1000 вам фоток вот так закинуть до-после, но это не описывает меня как стилиста. Итак, это клип на американский YouTube. Лизочка, всем сердцем тебя обожаю, если ты смотришь это видео. Как раз вот здесь огромная, целая, замечательная история. У нас были очень сжатые сроки, бюджет. Мне нужно было уложиться в 3 главных костюма для героини. Также дополнительно 2 для второстепенной. И еще где-то примерно одеть 11 участников, составить образы из их же одежды. В общем, и вписаться также, простите, дополнительно еще в референсы 1 в 1. Тоже, я думаю, что я 100% справилась, и результат у нас получился просто отличным. Я также оставлю ссылочку этого клипа в описании. Можете посмотреть, там лайкнуть и сказать, какие мы супер молодцы. Здесь, я думаю, люди разделятся на 2 лагеря. Кто-то скажет, что это... да, повод гордиться, кто-то скажет, что это не повод гордиться этой работой, но я горжусь, потому что это супер точное описание моего направления, в котором я одеваюсь. Это готика, это вот такая вся дарк эстетика, это гранж, это вот кожа, это натуральные камни, ну, в общем, все такое ведьминское, все мое самое любимое, поэтому с этим моментом я справилась легко, но тут тоже был ограничен бюджет. Я все луки собрала буквально там за 2 дня на Wildberries, как-то что-то это все получилось. В общем, везде очень разные истории. Я была также здесь на площадке, видела, как это все там происходило, как участники сами проходят испытания, так что можете отдельно мне написать в комментариях, нужна ли вам отдельная история, потому что это очень, я бы сказала, горячая тема, битва экстрасенсов. Видела и знаю я очень многое, если что, и рассказать тоже могу много что. Кстати, здесь же у меня тоже был где-то бюджет примерно, может, 10 000 рублей. И все вот эти вот дополнительные аксессуары, чтобы вы понимали, насколько я вкладываюсь в проекты. Некоторые в проекты я просто, покупаю что-то дополнительно сама и никогда не прошу там у продакшена либо у кого-то вернуть деньги. Потому что я считаю, что это тоже мой классный кейс, и почему бы не вложить туда копеечку. Но кто-то это просто недооценивает, поэтому вот с этим тоже аккуратнее, сильно не растрачивайтесь. Просто нужно работать с хорошими людьми. Не буду вам долго и нудно рассказывать, у меня есть и другие работы, есть статьи, есть также, где я, собственно, показы открывала, есть мои стилизации, есть стилизации для шоурумов, есть также прототип моего будущего бренда уже отшитого костюма. Вот недавняя публикация у нас, сет попал в Vogue фото, можете также посмотреть у меня где-нибудь в телеграм-канале. В общем, и так далее. Давайте уже перейдем к самой главной теме — программы урока. Сегодня обсудим условия для поиска своего стиля, также ошибки, которые вам стоят денег, и, естественно, 5 шагов о том, как же найти свой стиль с изюминкой, и еще также я вам оставлю дополнительные шаги
от разбора гардероба до создания образа с нуля. Это также дополнительные файлы, но я вам расскажу в конце, поэтому обязательно смотрите до конца этот ролик. Ну и что ж, обсудим условия, при которых эти шаги у вас 100% сработают. Внедрять и применять. Здесь же опять делать либо все в комплексе, либо внедряем эти привычки по одной постепенно. Можно бесконечно слушать, смотреть, но если вы будете просто слушать и смотреть, но ничего не делать, ничего не изменится. Все обязательно должно применяться на практике и никак иначе. Поэтому здесь важна ваша включенность и осознанность для того, чтобы найти свой стиль. Вы должны трезво и серьезно подойти к этому вопросу. Еще одно условие: нужно немножечко подождать, потому что внедрение новых привычек, да, это всегда время, а стиль — это то, что не может измениться на следующий день, да, то есть мы не ждем результата на следующий день, а просто наслаждаемся процессом. Так, ну что ж, давайте перейдем сразу к тем самым шагам, потому что меня очень дует кондиционер, я уже хочу побыстрее на самом деле закончить этот урок. Ну что ж, первая тренировка насмотренности. Что же такое насмотренность вообще? Это понятие пришло нам скорее из сферы искусства, чем из моды, да, потому что насмотренность — это не просто вот так вот сидеть и скроллить, да, ленту, и называют это насмотренностью. Вот когда кто-то очень хорошо стилизует, кто-то называет это каким-то даром свыше, или же каким-то супер-пупер талантом, или что человек родился гением. И, ну, в общем, вся вот эта вот лабуда, но поймите то, что это не что иное, как визуальный опыт и как раз вот этот вот уровень насмотренности высокий, который человек тренирует либо бессознательно, либо же сознательно. Как раз те визуальные образы, которые мы видим на протяжении всей жизни и замечаем, да, то есть там, не знаю, ходим куда-то на выставки, читаем какие-то журналы и так далее, это все относится к насмотренности. Даже, я не знаю, видим на улице стильных каких-то людей, это уже насмотренность. Вот как раз мы вдохновляемся тем, что наши глазки видят, это вот и есть та насмотренность. После того, как мы с вами вдохновляемся, мы это привносим, да, в какие-то наши образы, мы экспериментируем, мы практикуемся. В общем, насмотренности мы не копируем. Насмотренность — это не значит копипаст. Пожалуйста. Также ее очень грамотно, так сказать, тренировать, да, то есть не только там залипать куда-то, а-ля, не знаю, в рилсике, да, смотря на шоурумы там местные, ну вы так не насмотритесь, ну это реально. Давайте поэтому поговорим, как же тренировать свою насмотренность. Первое, обязательно следим за модными тенденциями, без этого никуда. Обязательно изучайте журналы, блоги, инста-аккаунты стилистов, возьмите за основу показы, посмотрите, как сами, не знаю, дизайнеры преподносят свои образы, да, на подиумах, посматривайте образы в интернет-магазинах, но вот я опять же говорю, где действительно реально круто стилизуют. Берите в основном зарубежные. В основном там все берется. Вот опять же, да, смотрим, просматриваем тренды, изучаем журналы, ну, или, как обычно, азиатский рынок. Дальше, как же мы еще с вами тренируем насмотренность? Я не знаю, почему никто из стилистов этого не говорит, почему этого никто не раскрывает, это что ли какой-то секрет или что-то, не знаю, невообразимое, но раскрываем вам тайну. Ищите цветовые сочетания в фильмах, это очень важная штука. Используйте ваши глаза и используйте фильмы не только ради того, чтобы посмотреть сюжетик, а чтобы насмотреться, да, насмотреться цветовых, опять же, сочетаний. С помощью цвета можно создать разное настроение, разный визуальный стиль, и вы как раз развиваете насмотренность вот через это кино, через этот цвет, и потом привносите, опять же, запоминаете эти цветовые сочетания в свои образы. Это очень круто работает. Давайте в комментариях я вам оставлю список крутых именно фильмов, где использованы очень стильные цветовые сочетания, если, ну, где-то наберется комментов 5. Итак, третье. Экспериментируйте. Я это уже 1000 раз говорила своим ученикам, людям на консультациях, в комментариях, везде об этом кричу, потому что, опять же, да, смотреть киношки, журнальчики, это все, конечно, классно, но пока вы не будете это пробовать в своих образах, будете бояться этого делать, ну, никуда ваш поезд, да, стиля не двинется. Мудборд. Мы знаем, что такое Pinterest, мы знаем, что такое собирать мудборд, да, и вспоминаем, что это такое. Раньше мы все это любили, сейчас мы опять забыли. Да, опять достаем, мои дорогие, Pinterest и создаем мудборды. Для чего это делается? Это вам помогает вообще сформировать, так сказать, общую картинку того, что вам нравится,
сформировать вам понимание стиля, куда вам двигаться. Вы можете посмотреть вот так на свой мудборд и понять, ага, значит, я люблю какую-то готику с перемешкой с романтизмом, да, там, или я люблю там все в стиле Шанель, или я вот такая вот дива, да, люблю платьишки, люблю все такое летящее, или же, наоборот, странное, структурное, или я, короче, мама-матрица. Ну, в общем, вы сами сохраняете, сами смотрите, сами анализируете, дальше там уже с помощью стилиста. Я очень рекомендую это делать, вам это даст реально понимание и вектор, куда вам двигаться дальше. Второе, аналитика. Что я имею в виду? Сначала аналитика, потом шопинг. Я знаю, что гораздо интереснее, конечно, покупать одежду, да, чем сидеть что-то там анализировать. Но ни один даже стилист не начнет с клиентом работу, не проанализировав вот те пункты, про которые я вам буду говорить. Что мы анализируем? Кто вы, естественно, ваша жизнь, чем вы занимаетесь, потому что ваш образ жизни – это вы сами. Вы должны проанализировать свой стиль жизни, куда вы ходите, где работаете, какими хобби занимаетесь, какие мероприятия посещаете, я не знаю, какое шампанское пьете и так далее. В общем, все очень дотошно, какие-то даже маленькие детали, которые вам нравятся. Не знаю, может, вы любите рок-концерты или же латте на лавандовом. Там уже вам выбирать, потому что все мы люди разные, стиль у нас у всех разный. Что мы анализируем дальше? Это ваше личное ощущение комфорта. Здесь вам уже точно никто 100% не подскажет, потому что это только ваш путь проб, ошибок, аналитики. Для примера, вот кто-то может свитер 100% шерсти надеть, да, на голое тело, и ему будет окей, кому-то он будет колоться, потому что у нас у всех разные особенности. Вам следует обратить на это внимание и проанализировать вот все вот эти вот маленькие пункты. Но чтобы не запутаться, я предлагаю вам вести дневник, потому что так вы точно будете иметь понимание, какая ткань вам подходит. Хотите вы этого или нет, но одежда производит впечатление. У человека есть буквально 3 секунды для того, чтобы вас оценить. Соответственно, вы можете даже не успеть сказать человеку привет, а он уже глазками вас читает и составит собственное мнение о вас. Поэтому очень важно управлять этим инструментом. Учитывайте, куда вы собираете образ, будь это там, не знаю, собеседование, будь это свидание, будь это еще что-то. Вот для примера я вам показала, да, то есть... можно сказать, идентичные вещи надеты, да, но подкорректировав и заменив, ну, можно сказать, почти все вещи, да, вид совершенно уже другой. То есть здесь мы поменяли с вами обтягивающие, такие уже не актуальные джинсы на более расслабленные, но тоже, да, вот такие вот тонюсенькие, потому что, допустим, да, человек не любит бэги джинсы. Окей, это можно обыграть объемным верхом. Окей, сумку неактуальную мы там заменяем на актуальную, да, допустим. Обувь, ну, обувь здесь, типа, в принципе, окей, но вот это вот непонятный вот... авиатор, меховик мне не очень нравится, поэтому просто заменяем пальто-пиджак, оверсайз. И уже другой вид, да, понимаете, аксессуары, простая рубашка, и вот уже. Поэтому учитывайте эти моменты. Вот, допустим, ко мне придет такая девочка на собеседование, я скажу, ну погуляй, дорогая, да, мы позвоним позже вам. Такая девочка придет на собеседование и скажет, ну давай, в принципе, моей правой рукой будешь. Вот и все. И знаете, очень куча историй, как вот впечатление, вот это вот может сыграть вам и в плюс, и в минус. И как одежда очень грамотно влияет вот на зрительное восприятие. Везде, вообще абсолютно везде. Стиль — это очень важная штука, которую стоит прокачивать. Потому что в дальнейшем она может потянуть и другие сферы вашей жизни. И вот как раз вам немножечко ликологии в сфере стиля. Первое впечатление — это не просто набор слов или жестов, это целая история, которую мы рассказываем о себе с помощью одежды, аксессуаров и даже, мои дорогие, маникюра, понимаете, и даже... Шаг 3. Собственный вкус. Обращайте внимание на образы, которые именно у вас находят отклик. Не то, что трендово, да, а именно, что у вас вот сердечки такое, типа, блин, нравится, хочется сохранить. Вот значит, этот образ где-то, да, что-то вот перекликается с вашим собственным стилем, если вы его еще не нашли. Ищите вот именно вдохновение, как я написала, в деталях, цветовых сочетаниях, силуэтах. Не обязательно сохраняйте образ, это может быть, не знаю, реально просто цветовое какое-то сочетание. Вы его запомнили, сохраните. Ну, не прикольный лук, но цветовое сочетание прикольно. Сохраните, вам в будущем это понадобится. Не пытайтесь копировать луки в точности, пожалуйста, это ни к чему вас не приведет. Если вы просто будете делать копипаст, результата никакого не будет, потому что все эти образы просто-напросто не будут отражать вас. Я недавно дошла до одного инсайта, то, что у нас собственный вкус есть вообще от рождения. То есть вот вещи, которые нам сейчас нравятся во взрослом осознанном возрасте, они уже идут как бы в наборе, да, с нами.
Вот вы можете взять и отследить, допустим, цепочку с детства, как это сделала я. Я недавно доперла, что мне всегда, допустим, нравилось ретро, мне всегда нравился винтаж. Я вот нашла в 16 лет вот такое вот ретро-дедовское пальто. Я его носила как сумасшедшая, я думала, что я самая крутая. И сейчас я забыла об этом в осознанном возрасте. И я в шоке была, что вот такие вот вещи, они отслеживаются. И, допустим, что нравится моим родителям, теперь нравится мне. Хотя эти штуки, да, которые они любят в одежде, они не навязанные ими. Поэтому отследите вот эту вот логическую цепочку. Это может быть вообще абсолютно любая деталь. Какая-нибудь, не знаю, приколюха на сумку. Или же, не знаю, может, вы всегда любили розовый цвет и об этом позабыли. Просто вот подумайте, задумайтесь, проанализируйте, и реально вы удивитесь. И запомните, пожалуйста, никогда не гонитесь за трендами. У нас у каждого свой вкус. И то, что нравится нам, вообще не должно нравиться кому-то там другим, либо что-то, поэтому не бойтесь и экспериментируйте. Стиль — это не только одежда, это ваше отражение. Мы все, можно сказать, с вами, да, одинаковые, но вот наполнение у нас с вами у всех разные. И как бы банально и типично это не звучало, но, пожалуйста, полюби и прими себя и свою фигуру. Потому что я вот слышу в основном, у меня большие бока, или я слишком стара для того, чтобы менять свой стиль. У меня нет вкуса, у меня нет таланта, у меня не получится, да, допустим, если девочка хочет на стилиста выучиться. Со мной вот что-то не так, у меня там ручки, ножки какие-то что-то не такие. Давайте с вами будем честными и заметим, что это те самые отговорки, которые вам мешают двигаться дальше. И как они вообще возникают и появляются, как вообще, вот я тоже цепочку отследила. Вы идете в магазин. Хочу купить кофточку. Иду, короче, в Зару, покупаю кофточку. Пришла в Зару, пошла в примерочную, да, и что в итоге мы надеваем эту кофточку и понимаем, что она как-то вот не так сидит, да. То ли размер не тот взяла, то ли еще что-то. Что-то, короче, в бок какой-то то ли поправилось. А что такое эска как-то не так села, обычно нормально. Поймите, пожалуйста, что если на вас как-то вещь не так села, то это не с вами что-то не так, с вами все нормально. Значит, с вещью что-то не так, поймите, пожалуйста, это. Она может быть вообще непонятного кроя, или непонятной модели, или вообще маломерка, или большемерка. Это не значит, что вы какая-то не такая. Забейте, блин, поищите другую эту вещь. Ручка не пишет, возьми другую. Вот и все. Либо же мы просто корректируем с помощью одежды, да, какие-то свои там якобы недостатки. Вот, допустим, я не люблю, когда у меня полностью открыты, можно сказать, ноги, и когда я с плоской подошвой. То есть, допустим, у меня там шорты и у меня кроссовки. Мне кажется, мои ноги кривые, худые и так далее. Ну, то есть вот мне не нравится так носить. Тогда я просто корректирую это длинной юбкой, либо же юбкой длиной миди, допустим, да, либо же я заменяю на какую-то другую вещь, вот и все. Либо же я делаю еще хуже, я, допустим, надеваю сланцы, надеваю короткие шорты, и у меня вообще ноги как колесо. То есть, понимаете, с помощью одежды можно как скорректировать, да, свою фигурку, так и подчеркнуть какие-то свои вот те самые недостатки. Поэтому вам очень важно найти собственные модели, которые подходят именно вам. Последний заключительный шаг — это диета, но не та самая шопинг-диета, все нормально. Вы можете ходить, примерять, экспериментировать, ходить там, не знаю, в примерочную, что-то пробовать, клепать, но пока что ограничьтесь в покупках, потому что в первое время вам может нравиться все и казаться все безумно. Ну, либо не очень, либо вам будет казаться все безумно стильным, и вам все захочется купить, а потом вам просто будет сложно это все сметчить, поэтому, пожалуйста, пока что ограничьтесь от покупок. Пока вы не пройдете все этапы, ничего не покупаем. Ну и что ж, мои дорогие, в принципе, это все, это были все те самые начальные 5 шагов, и я вот вам в открытом доступе их здесь оставляю. Ну, а для тех, кому, конечно же, мало, я все предугадала, и на вопросы, а есть что-то еще, отвечаю: да, есть. Потому что стиль — это тема, которая реально и действительно требует большого опыта и времени. Я потратила 8
лет, да. И количество ошибок приравнивается к количеству слитого бюджета и времени, и также сюда еще добавить плюсом захламленный гардероб, который вы потом не сможете просто разобрать. Поэтому я не предлагаю вам совершать их самых ошибок и забрать вот эту презентацию и еще 4 дополнительных урока с моих индивидуальных обучений. Там есть очень крутые темы. Почему я оставляю именно файлы? Потому что я больше не беру на индивидуальное обучение и также персональные услуги. Я, девочки, пошла уже в творчество, меня ждут большие проекты в Бангкоке. Тетя уже напахалась на персональном стайлинге. Но давайте я вам, расскажу, что вообще в этих файлах есть. Это не просто вот сделай вот это, будешь стильный. Это реальная конкретика, как строить образ с нуля, как подобрать аксессуары, как адаптировать тренды, как избавиться от ошибок и так далее. Вот, допустим, тема разработка собственного стиля. У нас здесь есть также еще дополнительные домашние задания, которые я дополнительно могу, если что, проверить и где-то что-то подкорректировать, что в вашей практике будет только в плюс. Также мы еще здесь разбираем с вами тренды, какие бывают, как с ними работать, также как сохранять индивидуальность при использовании трендов. И, соответственно, также разбор гардероба, который сэкономит вам, наверное, ой-ой-ой, сколько денег. Прикиньте, вам нужно делать разбор гардероба каждые полгода, по-хорошему так-то. Здесь вы научитесь этому сами. Вот я также здесь даю всякие задания, всякие интересные методики, также рассказываю, как отпускать вещи, немножечко психологии. Ну, в общем, все уроки вы можете забрать у меня по ссылки в описании. А для тех, кто не знает, какой тариф выбрать, в первом тарифе вы получаете файлы с готовыми стратегиями и примерами образов, которые легко применить. Доступ вам дается навсегда, то есть вы получаете все эти 4 урока, плюс еще также эту презентацию. Есть также второй дополнительный тариф, да, хоть и я сейчас ухожу в творчество, но я хочу создать очень крутое, стильное, теплое комьюнити. Я также там даю обратную связь, я проверяю ваши домашние задания, я также вам даю доступ в эксклюзивный клуб. Мы там для вас делаем стилечек, мы обсудим ваши там задания, проверим, я если что-то где-то подкорректирую. Также я публикую там готовые образы, как на Pinterest, ссылками на каждую вещь с русских маркетплейсов. У меня, если что, там ассистент работает, старается, поэтому, если что, вы можете вдохновляться, но не копировать. Мама Лик все видит. Ну а пока вы выбираете тариф, я хочу вам сказать огромное спасибо за просмотр. Это было мое первое видео. Я хочу выпустить также дополнительное видео о том, как я начинаю здесь свой блог, как я начинаю свою жизнь стилиста в Бангкоке. Также какие осознания мне пришли за 6 месяцев детокса социальных сетей. Почему меня разочаровал Нельзяграм, и я обожаю YouTube теперь, видимо. Закадровая жизнь, битва экстрасенсов. Ну, в общем, все я могу вам рассказать. У меня столько всего накопилось. Просто поддержите меня. Для меня это уже огромная будет благодарность от вас. Хоть лайк, хоть комментарий. Всем бай, с вами была Лика Бай. Надеюсь, вам было очень полезно.